Сейчас для печати вырежу какие-нибудь листики. Вырезала листочки. Эта травка у меня, как вы видите, живая от домашних цветов. Сейчас примерю в размер картины, чтобы композиция была гармоничной. Ну, как-то вот так. Сделаю второй раз. Первый раз ничего не получилось, слишком сухо было, отпечаток не вышел. Перемазалась вся в усмерть, поэтому надеваю перчатки, едва отмылась. Попробую по второму разу, но ткань я намочила, она совершенно мокрая. Ой, да, сейчас будет болото. Та-дам! Ну ничего, ничего. С этим можно что-то делать. А теперь с этого можно взять второй принт. Но уже ткань должна быть светлая, потому что отпечатки будут темные. Резать буду потом, пока положу вот так. Ну, в общем, не ах, но кое-что из этого тоже можно при желании сотворить. Ну, а получилось вот что. Я эту работу назвала «Суп из топора». Про нее было видео, и вы можете его посмотреть. Сушу в духовке на обдуве. Ну, градусов 70, я думаю, достаточно. Я думаю, возьму себе в помощники кусочки шерсти вискозы, вот кусочки пасмы. Я думаю, что пока сэндвич делать не буду, потому что хочу попробовать поработать с фальцевальной машинкой. Немножко боюсь, но материал не очень плотный, поэтому надеюсь, что у меня получится. Наверное, хватит. Так, все это надо прижать. Так, с этим я потом подумаю. А по краям, может быть, добавлю чуть-чуть черной пасмы, чтобы получилось как виньетка. Так, ну, пробую на фальцевальной машинке пробивать ткань, окрашенную акрилом. Очень боюсь. Но сейчас медленно. Вроде хорошо работает. Тьфу-тьфу. Прибила не сильно, чтобы сохранить такую воздушность, расплывчатость. И иголки у машинки были толстые. Там два варианта, как я говорила в одном из роликов про фальцевание. Два комплекта для этой машинки Mary Lock 0,15
иглы потоньше и потолще. Я выбрала потолще, естественно, потому что ткань покрашена акрилом. Вот на изнанке вот так вот немножечко они вдавились. И я думаю, этого достаточно. Теперь попробую белой вискозой высветлить немножко листочки в центре. Сейчас как-нибудь уложу получше и потом покажу. Здесь я хочу более четкие очертания, поэтому вот смачиваю палец и с краешку вот так собираю волокна. Ткань после фельдцевальной машинки стягивается немножко. Сейчас я ее попробую вот так растянуть. Я даже не знаю, правильно это или нет, но будем пробовать. На ошибках учится. Опыт приходит только таким образом, когда мы что-то делаем сами своими руками. И теперь проглажу. Проглаживать буду через мокрую ткань. Ну да, конечно, после глажки ткань стала намного более ровной. Ну и теперь приступаем ко второй серии нашего сериала «Вышивки стежки». Скалываем сэндвич, как всегда. Для сэндвича взяла очень плотную ткань, по-моему, это вообще какая-то мебельная. А сверху положила вот такое нетканное полотно, тоненькое, чтобы сильно уж очень не утолщать подложку, для того, чтобы вот эти оранжевые узоры не проступали. Так. И скалываем все как всегда. Добавлю еще каких-нибудь деталей из плотного льна серого, чтобы было в гамму. Ну и приступаю к стежке. Лапку ставила с закрытым кольцом, чтобы она не цеплялась за волокна. Сейчас, я думаю, пройдусь прямой строчкой по листьям. Теперь решила по краям сделать, ну, нечто вроде окантовки или виньетки с помощью темной пряжи. Вот я ее всю закрепила булавками, поскольку на фельдцевальной машинке сейчас уже действовать нельзя, слишком толстая подложка. Вот уже сэндвич такой солидный, поэтому буду вышивать свободным узким зигзагом всю эту пряжу. Но свой первоначальный план одна нитка и одна краска я все-таки отставила. Очень хочется довести работу до ума, поэтому уже подключила нитки других оттенков, а сейчас вот работаю вот таким маркером белым по ткани. Создаю такие размытые, как будто ореолы вокруг растений. Такая туманная дымка.
Теперь попробую пройтись металлизированными нитями, вот такими разноцветными. Они как раз серебряно-розовые, мне кажется, они сюда подойдут. Ну и, может быть, просто серебряный возьму. И пойду на регулируемом ходу, потому что на свободном это пытка просто. Вы уже, наверное, знаете. Шить металлизированными нитями на свободном ходу это ужасно. Они рвутся постоянно. Поэтому сейчас пройдусь автоматическим, там, где возможно. Потом посмотрю. Естественно, иголка для металлизированных нитей. Попробую перейти вот к таким белым ниткам. И думаю, что совсем чуть-чуть, потому что это будет слишком ярко. Так, ну, прошила белым. Здесь контуры, так, чтобы они немножко были размыты. Здесь тоже круги такие. Немножко совсем, сейчас вот так, чтобы вам видно было, серую вискозную траву блестящую. Чуть-чуть добавила, буквально 1-2 нити, чтобы такой акцент был посветлее. Ну, вот здесь я подправлю акрилом. И дальше я сделала контур из мелкого-мелкого зигзага. Такими серовато-голубоватыми нитками. Зигзаг прям был на единичке. Он выглядит почти как прямая. Такую паутинку создала. Ну и дальше дело будет за окантовкой. Эти блестки будут заметны, когда этот состав высохнет. Но уже и сейчас такое интересное мистическое мерцание появляется. Ну и на эти соцветия чуть-чуть тоже в серединку. Ну, вот такими бликами достаточно, чтобы не переборщить.